Представьте самое страшное. Вы умерли, но сознание не исчезло. Вы все еще помните свое имя, помните дом, помните голоса близких, помните, как выглядело небо, но открыть глаза уже невозможно. Вы пытаетесь позвать кого-нибудь и слышите только тишину. Вы пытаетесь пошевелиться и понимаете, что тела больше нет. А потом замечаете кое-что еще страшнее. Где-то далеко продолжает жить мир, который только что был вашим. Люди просыпаются, на рынках продают хлеб, в храмах горят огни, дети смеются. А вы уже не принадлежите этому миру. Для древнего Шумера смерть не означала исчезновение, она была началом пути в место, которого боялись гораздо сильнее самой смерти. В подземное царство, которое в древних текстах связывают с Куром и Иркаллой. И если верить сохранившимся представлениям, там человека не ждал ни рай, ни награда за хорошую жизнь, его ждала темнота, пыль, тишина и существование, которое лишь отдаленно напоминало жизнь. Самое пугающее здесь то, что шумеры не считали смерть чем-то, что случается только с плохими людьми. Умереть мог царь, жрец, воин, дети, богатый человек, построивший огромный дом, бедняк, у которого не было даже собственной земли. Перед смертью они были разными, после нее почти одинаковыми. Но переход в мир мертвых не начинался тогда, когда тело опускали в землю. Для умершего начинался другой путь. Его дух должен был покинуть мир живых и попасть туда, откуда почти никто не возвращался. И здесь появляется одна из самых мрачных идей древней Месопотамии. Мертвый все еще нуждался в живых. Семья должна была помнить его. Ему могли оставлять пищу и напитки. За него совершали погребальные обряды. Почему? Потому что смерть не разрывала связь окончательно, она превращала ее в зависимость. Представьте, вы оказались в подземном мире, где нет привычной еды, света и свободы. Вы не можете вернуться домой, не можете открыть дверь, не можете позвать родных. Единственное, что связывает вас с прежней жизнью – память тех, кто остался наверху. Пока вас помнят, связь существует, но что произойдет, если однажды ваше имя перестанут произносить? Именно поэтому для Шумера страшной была не только смерть. Страшным было забвение, потому что умереть значит покинуть мир живых, а быть забытым значит потерять последнюю нить, которая еще связывает тебя с ним. И вот здесь начинается настоящий кошмар, потому что подземный мир шумеров не был пустым пространством, куда человек просто проваливался после смерти. У него были свои законы, свои обитатели, своя власть и, судя по древним текстам, свои ворота. Через них умерший должен был пройти, оставив за собой все, что когда-то делало его человеком. Представьте, что вы стоите перед этими воротами, за спиной мир живых, перед вами абсолютная тьма. Вы еще помните солнечный свет, еще помните голоса семьи, но знаете, назад дороги нет. И самое страшное впереди, потому что за этими воротами вас уже никто не спросит, кем вы были при жизни. Там начинается место, где даже самые могущественные люди оказываются беспомощными. Если вам кажется, что это уже достаточно страшно, поставьте лайк, а в комментариях напишите одно слово «Кур», если бы вы осмелились узнать, что находилось за воротами мира мертвых, потому что дальше мы войдем туда и посмотрим, что шумеры представляли себе по ту сторону последней двери. Вы стоите перед воротами. За спиной остался мир живых. Впереди место, где больше не восходит солнце. И если в первое мгновение после смерти вы еще могли надеяться, что все это сон, теперь надежды больше нет. Перед вами вход в Кур, подземный мир шумеров. Но самое страшное в нем не то, что он находится под землей. Самое страшное, он существует по своим законам. Здесь нет привычного времени, нет дороги домой, нет солнца, которое можно дождаться.
и нет человека, который мог бы просто сказать «я передумал». В древних текстах подземный мир связан с воротами и стражами, а в знаменитой истории о нисхождении Инанны 7 ворот становятся частью ее пути вниз. На каждом из них она вынуждена оставить часть своих символов власти, украшения, одежду, атрибуты своего положения. С каждым шагом она теряет то, что делало ее могущественной. С каждой дверью она становится все более беззащитной. И вот здесь представьте обычного человека. У него нет короны Инанны, нет армии, нет богов, готовых спуститься за ним, нет власти, которую можно предъявить стражам. Он просто умерший. Еще недавно у него был дом, имя, семья, привычная улица. Теперь за ним закрывается одна дверь, затем другая, и каждая следующая отрезает его от прежней жизни. А в глубине этого царства находится Эришкигаль, владычица мира мертвых. Не спасительница, не проводник, правительница места, куда приходят те, кто уже не может принадлежать миру живых. В истории Инанны встреча с Эришкигаль заканчивается катастрофой. Богиня оказывается мертвой и остается в подземном мире, пока вмешательство других сил не меняет ее судьбу. Но Инанна была богиней. У обычного человека такой защиты не было. И чем глубже он оказывается в Кур, тем яснее становится главное правило этого места. Здесь уже не важно, кем ты был наверху – царем или нищим, воином или ребенком. Тот, кто прошел границу, становится одним из мертвых. И тогда возникает вопрос, который пугает сильнее самой темноты. Что видит человек, когда наконец привыкает к ней? Потому что Кур не был пустым, в нем уже находились умершие, те, кто пришел сюда раньше. Они не исчезли, они продолжали существовать в своем мрачном посмертном состоянии. И именно здесь шумерские представления превращаются в настоящий кошмар. Погребение было не просто прощанием. Живые продолжали выполнять обряды и делать подношения умершим, а значит, судьба человека после смерти каким-то образом все еще зависела от тех, кто остался наверху. Представьте теперь самое страшное. Вы уже среди мертвых, но все еще ждете того, кто находится в мире живых. Ждете, что ваше имя произнесут, что о вас вспомнят, что для вас оставят подношение. А наверху проходит год, потом еще один. Люди меняются, дома перестраиваются, поколения исчезают, и однажды никто уже не помнит, кто вы. Это уже не просто смерть, это исчезновение последнего следа вашей прежней жизни. Именно поэтому для древнего человека забвение могло казаться страшнее самой могилы. Но теперь мы подошли к самому жуткому месту этой истории, потому что ворота Кура только вход, настоящий ужас начинался после них. Что чувствовал умерший там? Чем питались мертвые? Почему в некоторых текстах их существование описывается настолько мрачно, что даже современному человеку от этих образов становится не по себе? И главное, существовала ли разница между теми, кого помнили, и теми, кого забыли? Если хотите узнать это, поставьте лайк, а в комментариях напишите «не забыть», пусть хотя бы здесь имя умершего не исчезает бесследно. Потому что в следующем блоке мы наконец посмотрим не на ворота Кура, а на тех, кто уже оказался по ту сторону. И там начинается настоящий кошмар. Вы прошли ворота, теперь вы внутри. И самое страшное начинается именно здесь, потому что Кур — это не пустота, это царство мертвых, где уже находятся те, кто умер до вас. Представьте место, в котором никогда не наступает утро. Вокруг тьма, пыль и фигуры тех, кто когда-то был живым. Цари, воины, женщины, дети. Люди, которые когда-то любили, спорили, мелись, строили дома и ждали следующего дня. Теперь следующего дня для них нет. В шумерских представлениях умерший не исчезал полностью. Он продолжал существовать, но его посмертное состояние было далеко от привычной жизни. Не было обещания золотого рая, не было награды за каждый хороший поступок, не было гарантии, что после смерти человек наконец получит то, чего не смог получить при жизни.
Напротив, загробный мир описывался как мрачное царство, связанное с тьмой, пылью и лишением привычных радостей. И представьте, что вы все еще способны помнить. Вы помните солнечный свет, помните вкус еды, помните голос матери, помните лицо человека, которого любили. Но теперь все это существует только в вашей памяти. Вы не можете вернуться, не можете открыть дверь, не можете снова почувствовать жизнь так, как чувствовали ее раньше. И есть деталь, которая делает эту картину особенно жуткой. Связь умершего с миром живых не исчезала мгновенно. Погребальные обряды и подношения имели значение. Живые продолжали заботиться о тех, кто ушел. Поэтому представьте, что происходит дальше. Сначала вас помнят все. Ваше имя произносят, для вас совершают обряды, о вас говорят за столом. Потом проходит год, потом другой. Дети вырастают, старики умирают, дом меняется. Люди, которые знали вас лично, исчезают один за другим. Однажды ваше имя перестают произносить. Вот тогда возникает самый страшный образ во всей этой истории. Вы все еще существуете, но наверху больше почти никого не осталось, кто помнил бы, что вы когда-то жили. Для современного человека смерть часто означает прекращение существования. Для шумера страх мог быть сложнее. Страшно не только исчезнуть, страшно продолжать существовать, постепенно теряя последнюю связь с миром живых. И это объясняет, почему погребальные обряды имели такое значение. Они были не просто церемонией прощания, они поддерживали порядок между двумя мирами. Но что происходило с теми, кого некому было помнить? С человеком, погибшим вдали от дома, с тем, чье тело невозможно было найти, с тем, у кого не осталось семьи, с тем, чье имя не попало ни на одну табличку? Мы не можем дать на это точный ответ. Древние тексты не оставляют нам инструкции для каждого такого случая. Но именно эта неизвестность делает историю страшнее. Потому что Кур не обещал справедливого финала. Богатство не делало человека бессмертным, власть не отменяла смерть. Даже Цай в конце концов оказывался перед той же границей, что и простой человек. И если все это кажется безнадежным, остается один вопрос. А была ли вообще возможность выбраться? Казалось бы, ответ очевиден. Нет, мертвые принадлежат подземному миру, ворота закрываются, назад дороги нет. Но здесь шумерская мифология делает неожиданный поворот, потому что существовала одна богиня, которая действительно вошла в Кур, умерла там и вернулась обратно. Ее звали Инанна, и если она смогла пересечь границу между жизнью и смертью в одну сторону, а затем вернуться, возникает вопрос, который меняет всю историю. Что произошло по ту сторону ворот, чтобы мертвые отпустили ее? Напишите в комментариях «Вернулась», если хотите узнать, какой ценой Инанна смогла покинуть царство мертвых, и поставьте лайк, если хотите продолжение, потому что в последнем блоке мы узнаем, почему возвращение из Кура оказалось не спасением, а сделкой, за которую пришлось платить. Инанна вошла в Кур как богиня. Она знала, что идет туда, откуда почти никто не возвращается. Перед ней были 7 ворот, и на каждом из них она оставляла часть своих знаков власти, пока не оказалась перед Эрешкигаль почти беззащитной. А затем произошло то, чего нельзя было допускать. Инанна умерла. Ее тело осталось в подземном мире, а наверху богиня исчезла. Казалось, все закончилось. Но Энки не смирился с ее судьбой. Он придумал способ вернуть Инанну, отправив в Кур существ, которые смогли приблизиться к Эрешкигаль и добиться ее согласия на возвращение. И вот здесь начинается самая странная часть истории. Инанну действительно отпустили, но в мире мертвых ничего не бывает бесплатно. Если она возвращается наверх, кто-то должен занять ее место. Инанна выходит из Кура, но вместе с ней отправляются демоны, которые должны найти того, кто станет заменой. Представьте этот момент. Вы вернулись из царства мертвых, вы снова видите небо, снова чувствуете воздух, снова слышите голоса живых. Кажется, вы спасены.
Но за вашей спиной остаются те, кто пришел за платой, и они ищут человека, которого можно забрать вместо вас. Именно здесь история Инанны превращается из мифа о возвращении в настоящий кошмар. Она проходит через мир живых и видит тех, кто горюет по ней. Но когда она встречает Думузи, его судьба оказывается связана с подземным миром, и он становится частью этой страшной расплаты. Инанна возвращается, но смерть не проигрывает. Она просто получает свое. И вот здесь мы можем вернуться к главному вопросу. Что происходило с человеком после смерти в Шумере? Судя по сохранившимся текстам и представлениям древних месопотамцев, смерть не была окончательным исчезновением. Человек переходил в подземный мир, где мертвые продолжали существовать в совершенно иных условиях. Там не обещали вечного счастья, не было привычной жизни. Судьба умершего была связана с погребальными обрядами, подношениями и памятью тех, кто остался наверху. Самое страшное заключалось не только в самой смерти. Человек мог потерять все, что делало его частью мира живых: дом, семью, власть, богатство и, в конце концов, собственное имя. Солнце продолжало подниматься над городом, дети вырастали, дома разрушались, поколения сменяли друг друга, а тот, кто однажды перешел границу, оставался по ту сторону. И однажды мог наступить день, когда уже никто не помнил, кто он такой. Возможно, именно поэтому шумерский взгляд на смерть кажется нам таким пугающим, даже спустя тысячи лет. Они боялись не просто перестать жить, они представляли себе существование после смерти, но существование без возвращения, без солнечного света и без гарантии, что тебя когда-нибудь вспомнят. И, возможно, главный ужас Кура был вовсе не в его тьме, не в стражах, не в Эриш-Кигаль и даже не в демонах. Самый страшный вопрос звучал гораздо проще. Что останется от человека, когда его перестанут помнить? Поэтому теперь я хочу спросить вас, что для вас страшнее, сама смерть или мысль о том, что однажды вас полностью забудут? Напишите свой ответ в комментариях. Если вам понравилась эта история и вы хотите еще больше разбирать забытые тайны древних цивилизаций, поставьте лайк и подпишитесь на канал. А если хотите поддержать именно эту историю, напишите в комментариях «Я помню». Потому что тело исчезает, могила разрушается, поколения уходят. Но пока мы произносим имена тех, кто жил тысячи лет назад, они все еще не исчезли окончательно. И, возможно, именно в этом заключается самая странная победа человека над смертью. Пока о нем рассказывают, он все еще говорит с нами.